Сегодня у нас отличная новость. Я хотел бы обсудить лаваш. Это самое большое изменение в поиске Яндекса за последние 10 лет. Как мы представляем идеальный пользовательский опыт? Но еще у нас есть специальный курьер, и он не человек. Трансформеры на самом деле дали нам рекордный уровень в качестве поиска. А потом случился март. Ничего себе. Вы думаете, мы только помидорчики до лавки делаем? Отличный вопрос. Что взрослая жизнь Это кайф. Подход какой? Делай хорошо, хорошо будет. И Яндекс один из таких примеров. Привет, друзья! Я Алексей Пивоваров, и это не редакция, это Як-2020, большая ежегодная конференция Яндекса. В этом году она проходит в необычном онлайн-формате. Сами понимаете, коронавирус. В ближайшие пару часов мы расскажем и покажем, что произошло в компании за этот год, что происходит прямо сейчас, и покажем несколько важных новинок. Кто мы? Ну, разумеется, сегодня выступят руководители сервисов Яндекса, но главным героем будет управляющий директор группы компаний Яндекс Тигран Худовердян. Привет, Тигран. Привет. Мы до начала интервью обсудили на «вы», на «ты», решили на «ты». Мы все на «ты». А скажи, пожалуйста, а почему я общаюсь сейчас с тобой, а не с Воложем? Аркадий Волож, сооснователь и генеральный директор группы компаний Яндекс. Добрый день всем! Яндекс сегодня, на самом деле, в некотором смысле управляется новым поколением менеджеров. Я один из них. То есть на сегодняшний день компанией управляешь ты? Кто управляет, на самом деле, компанией, непонятно. Вообще Яндексом сложно управлять. Мне кажется, я мечтал быть директором, когда был ребенком. Ага. Я всегда это представлял себе, такой кабинет, ты сидишь. Ну, не, про секретаршу я тогда не знал, но я представлял, что там стучатся в дверь, заходят, задают вопрос, и ты отвечаешь. Мне кажется, многие так представляют, что управление компанией — это вот там даешь команды, и они исполняются. А на самом деле ты дирижируешь оркестром. И на самом деле оркестром оркестров. Яндекс-конференция Як. Да. Это не является ли заимствованием формата, у того же Стива Джобса и прочих больших американских корпораций, которые любят такие конференции? Я думаю, что вот этот формат ежегодного рассказа о чем же мы занимаемся, это возможность выстроить такой мостик между компанией, еще один мостик между компанией и потребителем. Что такое Яндексоид? Яндексоид — это такая среда. Не знаю, ты когда-нибудь участвовал в олимпиадах каких-нибудь школьных? Было дело. Было. Там мои Ничем хорошим не закончилось. Мои воспоминания такие. Ты первый парень на деревне, в каком-то своем классе, в своей школе. Такой большой молодец. Думаешь, что лучше всех разбираешься в теме. Приезжаешь там, например, на городскую олимпиаду, неважно, с городской на республиканскую, и ты, в общем, понимаешь, что тут вообще все умнее тебя, просто все вот это твое величие разбивается об то, что собрались сильнейшие. Быть индексоидом — это быть олимпиадником каждый день. Ты каждый день приходишь на работу, ты должен уметь быть неправым, не знающим. Ты абсолютно уверен, что ты придумал что-то гениальное, тебе очень аргументированно могут показать, что это там не сработает или наоборот. И если ты не можешь этого выдерживать, то ты не сможешь работать. В Яндекс.Лавке есть элемент вектора чуда. И чудо достигается за счет скорости. Когда ты заказываешь продукты, они приезжают тебе там за 8 минут, за 10 минут, за 12 минут, иногда за 5 минут. У нас есть доставки там за 4 минуты. Иногда люди не верят, что такое возможно. Нажал на кнопочку, и тебе звонят в дверь. Это удивительно. Есть одно важное свойство в Яндекс.Лавке. Можно построить такой удобный сервис с бесплатной или очень дешевой стоимостью доставки,
только если таких маленьких складов в городе очень много, чтобы расстояние до пользователя было минимальным, буквально там максимум 10 минут ходьбы. Если это не так, если их мало, то тогда очень длинные пробеги, это сказывается на себестоимости доставки, и, в общем, все, не получается. Чтобы построить такой сервис, нужно, чтобы была бы огромная аудитория. Мы запустили Яндекс.Лавку, потому что понимали, что у нас есть большая аудитория, которая уже привязала свою карточку, уже каждый день пользуется сервисом, и это означает, что мы сможем решить проблему куриц яйца. Она решаемая. Лавка устроена следующим образом. Ты нажимаешь на кнопку в приложении Яндекс.Го, Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда, после чего происходит сразу несколько вещей. Первая вещь, которая происходит, это заказ отправляется, собственно, на лавку. В этот момент туда приходит в приложение, которое называется Яндекс.Полка, заказ. И сборщик заказа видит его и начинает собирать. Мы умеем заказ из 7 товаров собирать за 70-80 секунд. То есть 10 секунд нам нужно на один товар, чтобы положить его в пакет, который мы потом привезем. Это первая вещь, которая происходит. Вторая вещь, которая происходит, мы начинаем искать курьера, который может этот заказ доставить тебе. Самый быстрый заказ доставляют курьеры, которые сидят на лавках, поэтому мы предпочитаем отдать заказы им. Мы делаем такие зоны доставки, чтобы на велосипеде от лавки до края зоны можно было доехать за 7 минут. Главное, чтобы все-таки любыми силами на заказ довести. Но еще у нас есть специальный курьер. Он, правда, пока один. Он называется Ровер. И он не человек. Ездит он в районе улицы Малая Дмитровка в Москве. Хоть многие его там замечают. Он возит заказы в ближайшие бизнес-центры. Если все будет хорошо, то таких роверов станет гораздо-гораздо больше. Лавка — это такое помещение, состоит из нескольких комнат. Одна комната — это самая большая, это просто стеллажи, в которых лежат основные товары. А дальше есть еще две комнаты. Одна комната называется холодильник, это прямо комната. Там температура 2-4 градуса. А есть комната прям совсем, там перед ней всегда висит теплая куртка, она называется морозильная комната. И там минус 18. А еще одна комната, зона скорее, где передача товара происходит. Но и это не все, потому что есть у нас еще разные комнаты разные там модули, которые есть не во всех лавках, но есть. Например, на некоторых лавках у нас есть кухня. Там по-настоящему готовят еду. Как я в 2015 году был хейтером такси, таким внутренним, я каждый день там злился, бегал, рвал волосы на собственной голове, такой же я сейчас по лавке. С одной стороны, очень хорошая, красивая идея, команда огромные молодцы, Илья тоже большой молодец. За такие короткие сроки открыть столько складов и запустить. Но с другой стороны, конечно, там есть много проблем до сих пор. Есть отдельная проблема, классифицируемая как помидорчики. Тигран был абсолютно убежден, что в лавке ни в коем случае никогда нельзя продавать овощи и фрукты. Ни в коем случае. Потому что мы не сможем продавать овощи и фрукты, мы не научимся продавать овощи и фрукты, у нас никогда это не получится, это будет абсолютно ужасно. Кто-то случайно упомянул слово «помидоры», на что Тигран встал и сказал, что если этот сервис будет продавать помидоры, он запрещает его запускать. Я нашел прекрасный компромисс, я сказал, мы будем продавать помидоры черри. Потому что помидоры черри, они меньше портятся. Но этот компромисс был обманный, потому что под видом помидоров черри мы завели весь остальной ассортимент помидоров, а также огурцов. И дальше выяснилось, что мы действительно не умеем продавать помидоры совсем. Первые 2 недели они гнили, превращались в плесень. Что-то происходило совершенно абсолютно ужасное, и мы поняли, что нет, мы так делать не будем. Когда ты едешь на рынок или в магазин, ты покупаешь помидоры, принес домой, один оказался тухлым. Ну, бывает, правда же? Ничего страшного. Ну, там еще... Даже когда на рынок сам выбирал, все равно можешь выбрать какой-нибудь подтухший. Но, не дай бог, тебе привезут такой, там типа 10 помидоров, а один из них подтухший. Тут уже не себя винишь, а Яндекс. Как вы только могли. Хотя этот чертов помидор, он такой, что он не может не стухнуть. Короче говоря, все оказалось хорошо. Мы были правы. Тигран был неправ. Мы начали продажу овощей и фруктов, не предупредив Тиграна. Мне Даня Шулек сказал, ну все, это, возможно, твой последний день, чувак. Самое любимое мое нервное обсуждение ассортимента происходит именно с Тиграном. В какой-то момент я встретил Тиграна, Тигран посмотрел на меня очень серьезным и грустным взглядом и сказал, я хотел бы обсудить лаваш. Неужели вопрос выбора лаваша для лавки — это вопрос уровня управляющего директора всей компании? Нет, это был... Иногда надо расслабляться. Тигран зашел на лавку, и это еще было в прошлом году, в мае, и посмотреть, что мы там будем продавать. И он увидел там некоторые лаваши, и, я сейчас аккуратно перескажу его. Он сказал, что такой лаваш лучше никогда в жизни не продавать, сказал он, немножечко по-другому это выразился. Ну, в общем, мы решили, что есть много других товаров,
Поэтому мы решили с лавашом повременить. Прошел год, мы стали больше. Какие-то миллиарды выручки стали приносить компания. Тут я встретил Тиграна, и Тигран, посмотрев на меня грустно, сказал, что он все-таки хотел бы обсудить лаваш. Я сказал: Тигран, я из принципа назначу тебе встречу в календаре часовую про стратегию лаваша. Назначил встречу про стратегию лаваша. Они купили эту одежду, свитшоты типа как лаваш, и... Мы действительно встретились, обсудили продажи лаваша, специфику производства лаваша, потому что есть домашний лаваш, а есть фабричный лаваш. Они совсем-совсем разные. Но мы нашли золотую середину, мы нашли хороший лаваш. Его производят в подмосковном городе Ватутинке. Теперь в лавках есть лаваш. Есть ситуация, когда, к сожалению, совершенно непонятно, как гарантировать качество. Вот, например, мы продаем арбузы. Проект арбуза начинается где-то в мае, с первого обсуждения арбуза. Он всегда, вот мы в мае начали говорить, немедленно поругались, потому что все сказали: нет, пожалуйста, только не арбуз, они занимают столько места. Ну и понятно, что арбуз такая вещь, скажем так, арбуз — это вещь в себе. Да, неизвестно, что ждет тебя внутри. В какой-то момент мы просто наклеили наклейку, что если арбуз перезрел или недозрел, напишите нам об этом, мы вам сделаем все в лучшем виде. На самом деле, очень важно, чтобы все понимали, что мы не идеальны. Это новый сервис, мы много ошибаемся и готовы всегда исправлять собственные ошибки. Если чего-то не понравилось в заказе, то нужно сразу же об этом написать нам. Мы все работаем в службе приема жалоб. Вся команда работает в службе приема жалоб. И мне по этому поводу говорят: извини, что я тебе это говорю напрямую. Это на самом деле очень полезно, потому что иначе ты не будешь понимать, как работает твой сервис. То есть кейс Ильи Красильщика показывает, что чтобы стать индексоидом, не обязательно работать долгие годы в IT и вообще быть из этой индустрии. Да, надо просто не спать ночами, переживать, уметь. Он переживает. Он из тех, кто, и не только он, и вся команда, вот из-за этого каждого помидора, это его боль личная. Ему не все равно. Очень важно, чтобы люди, которые делают такой сервис, любили еду и думали о ней, и спорили про нее. Для того, чтобы все это делать, нужна колоссальная экспертиза в еде. Вот это все делает команда, которая раньше занималась Яндекс.Шефом. Эта команда стала гораздо больше, дело стало гораздо больше. Мы видим, как это растет. Мы видим, что это нужно людям. Собственно, выбираем лучших поставщиков, которые нам больше всего нравятся, по тем параметрам, которые нам нравятся, и сделаем из этого нашу марку. И мы сейчас делаем воду, яйца, мороженое, молочку. Это будет гораздо больше. Вы думаете, мы только помидорчики до лавки делаем? Ничего подобного, это все прикрытие. На самом деле, самое важное во всех наших сервисах — это технологии. Это ровер. Это супер классная штука. Это такой маленький брат беспилотной машинки. Он нужен, чтобы возить не людей, а чтобы возить товары, посылочки небольшие. Что нового заметного случилось, это роверы, которые до этого были просто показаны как прототип. В декабре, по-моему, прошлого года первый раз мы рассказали о том, что есть такой проект, и он, собственно, существует в форме 1-2 роверов пока. То в этом году эти самые роверы уже начали, собственно, выполнять реальные доставки в 3 местах. То есть это в Москве, на одной из локаций внутри Яндекс.Лавки, и в Сколково и Иннополисе. После 2020 года во всей планете будет расти ужасный спрос на доставку. И, по сути, если ничего не придумать, то одна половина человечества будет доставлять посылки второй половине человечества. Это никуда не годится. И поэтому мы разрабатываем технологию, которая позволит передвигаться автомобилем, передвигаться вот таким ровером полностью самим, автономно, беспилотно. Это большой брат ровера, это беспилотный автомобиль. Здесь есть тоже много датчиков, лидары, но единая платформа. Ровер и беспилотный автомобиль работают на одной платформе. Просто в автомобиле больше сенсоров, более мощный компьютер, более мощные мозги. Мы это делаем, потому что мы верим, что наступит новая эра с новой технологией, которая позволит автомобилям и вот маленьким таким тележкам передвигаться самим. И тогда люди смогут просто сесть в автомобиль и сказать: я хочу туда поехать, и автомобиль сам вас довезет куда надо. Если говорить о такой проблеме, как вождение, то это очень сложная
задача для компьютера. Хотя вроде бы существуют весьма строгие правила, как нужно водить автомобиль на дороге. Казалось бы, нужно просто запрограммировать эти правила и вперед. На самом деле никто правила строго не соблюдает, всегда есть определенная вариативность на дороге. Это на самом деле является самым-самым сложным аспектом. Реальный мир, он настолько сложный, разнообразный и непредсказуемый, что это большая-большая ошибка утверждать, что, например, у нас есть симулятор, который повторяет поведение людей на дороге, и мы в нем тестируемся, и поэтому мы уверены, что наша технология безопасна. Это некий самообман. Одна из самых сложных задач — это именно предсказание поведения других автомобилей и людей. У нас в этом году случилось внедрение новой версии алгоритмов, которые используют как раз машинное обучение для того, чтобы предсказывать то самое поведение, и произошли качественные скачки в методах алгоритмических, в железе и в сенсорах. И это позволило прийти туда, где мы сейчас. Мы еще не в конце пути, задача не решена полностью, то есть там еще несколько лет до ситуации, когда в условиях города Москвы, который является на самом деле одним из самых сложных сценариев, беспилотник сможет уверенно превосходить человека. Прорыв заключается в том, что можно видеть, что происходит вокруг, знать, где человек, где столб, где автомобиль, где грузовик. А еще можно предсказывать, понимать, куда люди двигаются, куда машина поедет, куда машина повернет. Многие вещи нам кажутся интуитивно понятными. Очевидно, что эта машина сейчас поворачивает. А с другой стороны, на самом деле сейчас стоит, и научить компьютеру интуиции, в этом технологический прорыв. Когда она станет настолько совершенной, что она будет ездить безопаснее, чем человек, тогда мы все сможем ездить на беспилотных автомобилях. Это несколько лет. Мы находимся в тройке, наверное, компаний, которые по объему тестирования на дорогах общественного пользования. Одна машина что-то учится весь флот. Вся технология целиком. То есть все эти километры, которые мы публикуем, мы проехали сейчас уже порядка 9 миллионов километров, это общее знание на весь флот, на все автомобили внутри. То есть это такой единый организм, который впитывает в себя со всех потребителей информацию и становится лучше и лучше и лучше. Внедрение самих беспилотных технологий, оно будет происходить постепенно. Не наступит никакого часа и дня X, когда вдруг все автомобили везде заменят беспилотники. В этом году, на самом деле, у нас вышло 4-е поколение нашей платформы с беспилотников, построено уже на базе Hyundai Sonata совместно с автопроизводителем. С помощью их мы адаптировали наш стек технологий на новую машину и уже более тесно интегрировали это внутрь автомобиля. То есть в будущем, в принципе, беспилотники, они не будут собираться наверное, какой-то отдельной компанией. Это будет такой тесный тандем между классическими автопроизводителями и, собственно, компаниями, которые строят саму технологию. Если представить хороший автомобиль, то он должен быть классный, красивый, удобный, комфортный. Но еще очень важно, что там внутри, какой двигатель, какое сцепление. И, конечно же, для автомобиля это определяющее. Также для сервисов Яндекса. Оболочка — это красивый продукт, он удобный. Но сервисы невозможно, если нету супердвигателя. И технология — это наш супердвигатель. Скажи, пожалуйста, но обычно и всегда на этих конференциях говорят, какие мы молодцы. А в целом, как тебе кажется, компания должна признавать, например, за отчетный период у нас были такие-то неудачи. Мы попробовали сделать это, оно не вышло. Или об этом должны пользователи сами говорить, но компания не должна это выносить на паблик? Это единственный способ создать доверие. Признавать ошибки? Вообще про них рассказывать. Признавать — это когда тебя поймали, говорят, ну-ка, признайся. Совершил. Рассказывать, что не получилось. Пробовать. Из того, что не получилось и широко обсуждалось, поэтому не могу не спросить, это покупка Тинькова или слияние с Тиньковым. Да. Это немножко другое. Но, тем не менее, это обсуждалось как не получившаяся штука. Считаешь ли ты, что это неудача? Мы на это потратили много времени своего, такого много. Команда проинвестировала. И, безусловно, мы бы не тратили, если бы не считали эту сделкой нужной для бизнеса. Конечно, говорить, что это мы и сами не хотели, это было бы неправдой. Если бы не хотели бы, тогда бы не делали, правда же? Логично. И, очевидно, мы расстроились. Я обратил внимание в письме Олега на фразу «Яндекс не любит». Угу. Ты тоже наверняка должен был на нее обратить внимание. Согласен ли ты с этим? Что ты думаешь, когда слышишь такое? Яндекс изнутри — это... на корпоративном уровне. Это такая социальная сеть. Почему некоторые люди пользуются Фейсбуком, а некоторые ВКонтакте? Потому что
у тебя есть друзья ВКонтакте, потому что там тебе хорошо, или в Фейсбуке, или там в другой социальной сети. В Яндексе работают те талантливые люди, отчасти потому, и это на самом деле очень важный фактор, потому что сервисы, которые мы делаем, соответствуют их мировоззрению, они знают, что это хорошие сервисы, они знают, что мы не нарушаем разные принципы, бизнесовые, этические. И если Яндекс перестанут любить, то первые про это узнают сами сотрудники. И они сами уйдут. Из истории с Тиньковым мы поняли, что есть интерес к финтеху. Будет ли у Яндекса свой банк? Или это будет слияние с каким-то другим банком? Первопричина немножко другая. Мы в этом году приняли решение, уже, наверное, третий раз за всю нашу историю, признаюсь, что мы хотим построить крупнейшего или одного из крупнейших игрока онлайн-торговли в России. Мы хотим, чтобы на Яндексе можно было купить миллионы товаров, и тебе их доставили. Невозможно построить онлайн-торговлю, не имея комплементарного финансового сервиса в экосистеме. Маркет 20 лет был местом, которое помогает тебе выбрать товар, который тебе нужен. Человек определился с выбором, и завершить свою покупку он может прямо на маркете. Это раз. А два, что значимо поменялось у нас за последнее время, то, что мы сами доставим этот товар. Очень важно работать над точностью доставки. Что мы для этого делаем и продолжаем делать? Мы развиваем специальную программу, мы ее называем «Курьерская платформа», которая дает возможность на основе алгоритмов маршрутизации, которые есть в Яндексе, более точно строить курьерам маршрут их движения между покупателями. И таким образом, зная этот маршрут заранее, перед началом смены курьера, с учетом пробок, мы можем спрогнозировать, в какой слот временной, даже в час, курьер будет у дверей, собственно, клиента и вручит ему заказ. Все-таки маркет не собирается становиться ритейлером. Мы не хотим иметь собственный товар. То есть мы хотим быть как раз маркетплейс. Его отличие от ритейлера в том, что у него своего товара практически нет, он им не владеет. Он дает возможность партнерам его продавать. Это огромная ценность, иметь возможность прийти в такой супермаркет, в котором продают 5 миллионов товаров. Чтобы было понятно, там в гипермаркете продают 150 тысяч товаров. Если ты говоришь 5 миллионов товаров, они же где-то физически должны складироваться. То есть Яндекс будет строить склады? У нас 3 собственных, да, 1 партнерский склад, и наш центральный, можно его назвать центральным fulfillment-центр в Подмосковье. Мы его сейчас расширяем до 100 тысяч квадратных метров с большим количеством товаров, на котором будет стоять автоматическая линия формирования заказов, можно сказать, передовая. Это будет очень круто. И вот это то, чем мы будем заниматься следующие годы. Построение такой системы, которая позволит передвигаться товаром, посылкам по всей стране. Логистика — это, наверное, самое молодое наше начинание, но не менее гордое от этого. Оно случилось, я думаю, где-то в сентябре-октябре прошлого года, когда у нас появилась такая идея, что можно возить не только людей. Мы подумали вообще, что с каждым из нас происходит. Например, я почти всегда забываю свой ноутбук дома. Я не знаю, как у меня это получается, но я все время беру рюкзак утром, спросонья бегу, сажусь в такси, а ноутбук остается на столе. Мы решили, что давайте сделаем такой сервис, в котором можно это отправить из дома очень удобно. Там, в своих нуждах мы использовали просто обычный сервис такси, заказывали тариф, который был по вкусу, и на нем отправляли. Но мы решили сделать прям отдельным продуктом. Пока мы запускали, поняли, что иногда надо отправить не ноутбук, а что-то большое, например, пианино. Вот такое тоже бывает. Так еще появился тариф грузовой. А потом случился март. В марте получилось так, что все люди оказались дома. Всем бизнесам резко стало сильно более интересно отправлять свои товары, которыми они торгуют, к ним домой. И понятно было, что то, что мы сделали, это на самом деле не для потребителей, которые друг другу что-то пересылают. Это на самом деле услуга для бизнесов, которым нужно было получить доступ к их покупателям в этом новом, настолько быстро изменившемся мире. И оказалось, что это можем дать почти что только мы, потому что у нас есть сервис в каждом городе, в 600 городов России. И сегодня, если не ошибаюсь, это уже больше 100 тысяч доставок в день происходит, которые мы предоставляем другим компаниям. То есть это не нашим же сервисом, а Яндекс.Доставка, которая работает по заказу других компаний, интернет-магазинов, обычных магазинов. Начали подключаться курьеры, и постепенно вырастает новая услуга, новый сервис, новый бизнес.
Сначала мы пробовали найти себе какое-то мироустройство этого сервиса. Когда ты покупаешь, например, iPhone, ты приходишь в магазин, ты покупаешь его, и в этот момент у тебя очень много эмоций. Потому что у тебя от желания до покупки очень маленький коридор времени. Когда ты дома, аналогом было бы, что ты захотел купить iPhone, нажал кнопку «Купить», щелкнул пальцем, и он у тебя на столе. Но, к сожалению, телепорт пока не изобрели, да, это видимо, где-то в другом отделе делается. И дальше есть шкала времени. И чем дольше проходит времени от момента кнопки «Купить» до момента, когда это у тебя, тем меньше эмоций ты испытываешь. Людям это бесконечно важно. Насколько быстро к тебе приезжает то, что ты захотел купить. Это первое правило. Второе правило, которое мы придумали, что этот сценарий должен быть быстрее, чем аналог в офлайновом мире. Тогда вообще все класс. Простой пример — Яндекс.Лавка. Заказать в Яндекс.Лавке, ты получаешь свой заказ быстрее, чем сам сходишь в магазин у дома. И поэтому это работает. И здесь мы то же самое, что на самом деле съездить в магазин, купить чайник у тебя занимает, 1,5-2-3 часа. И если у тебя этот чайник приезжает домой быстрее, то эмоция, которая проходит от кнопки «Купить», и плюс магия, что ты реально сэкономил свое собственное время, в этом месте класс. Работает почему? Потому что в городе очень много водителей, курьеров, которые могут подлететь к любой точке города за 5-7 минут и повезти что угодно. Вот так это появилось слово «экспресс». Что здесь еще можно улучшить? Ты заказываешь в интернете что-нибудь сам? Да. Вот самый большой ужас во всей доставке — это то, что вначале тебе надо точно решить, когда ты завтра будешь дома. Ой, это беда, это морока страшно. Утром тебе звонит курьер и говорит, что я сегодня к вам приеду. Который не в курсе о том, что я договорился с это оператором. просто он проверяет, может, ты уже не жив. Потом он говорит, я вам обязательно за час позвоню. Ты говоришь, не надо. Он говорит, да, и все равно перезванивает. И, в общем, как обычно, не нашел дверь, подъезд, номер и тому подобное. И это огромная проблема. Весь день ты привязан. Ты привязан к дому, к офису, к чему угодно. В моем случае эта доставка приезжала всегда ровно в тот момент, когда мне это неудобно. Я пошел в ванну, я вышел гулять с собакой, я сижу на звонке, сказал, вообще никак нельзя уйти. И тогда мы придумали доставку по клику. Мы придумали классную идею. Представь, что вот у нас есть там лавка, у нас где-то примерно 200 складов Яндекс.Лавок в городе, в Москве, например. Представь, ты заказал что-нибудь, чайник. Этот чайник ночью приезжает в ближайшую твою лавку. Тебе говорят, что в 6 утра чайник будет доступен в ближайшей лавке. И после этого, когда тебе будет удобно, может быть, завтра, может быть, послезавтра, может быть, в 12 ночи, ты нажимаешь кнопку, и за 10 минут тебе чайник приезжает из ближайшей лавки. И это решает все проблемы. Мы находим какую-то неидеальность в мире. Например, в такси раньше машина приезжала с другого конца города. 40 минут к тебе ехала, и за это надо было заплатить потребителю. В еде ресторану невыгодно было держать курьеров своих, потому что у него было 5 заказов за день, а курьер сидит и ничего не делает все это время. И вот мы работали всегда так. Мы находим какую-то неидеальность, смотрим на нее, смотрим, как ее можно схлопнуть. Если схлопываем, в этом месте появилась добавочная ценность, которая, собственно, и создает наш бизнес. В каких-то случаях это сделать удобнее, когда не надо караулить курьера.
Когда такое будет, сразу хочу спросить. Это уже, ты не поверишь, пилотируется на 4-5 лавках. Это просто чудо. К этому надо как-то привыкнуть, потому что ты всегда ожидаешь увидеть вот эту форму, думаешь, где она, почему меня не спросили. В общем, это такой какой-то совершенно новый пользовательский опыт. Вот такое чудо нас ждет. Слушай, а ты же когда была самоизоляция, ты, соответственно, ты тоже сидел дома в основном. Я сидел дома. Как Яндекс пережил самоизоляцию? Ты много рассказывал про важность команды, а тут команда все-таки физически распадается на онлайн-коммуникацию. Признаюсь, грешно жаловаться, потому что, сравнивая с тем, как тяжело было бизнесом, например, малому, ресторанному, вообще большому количеству других производствам, понятно, что, в общем, мы пережили это максимально комфортно. А если посмотреть в будущее, зачем онлайн-компании, IT-компании, да, зачем вообще офисы? Продукт, который мы создаем онлайн, но это все равно результат творческого труда. Людям проще созидать, когда они вместе, когда они собираются, единомышленники в одном помещении, спорят, ругаются. Таким образом рождаются продукты. Один из эффектов, который пока еще не очень сильно заметен, но все же заметен. Творческая составляющая не получается при удаленной работе. То есть в Zoom созидать очень сложно, существенно сложнее. Нужна такая личная коммуникация. Слушай, а скажи, в последний раз по времени, когда у тебя, у твоей команды ближайшей, был внутренний вау-эффект, когда вау у нас получилось? Круто мы сделали. Ай, мы молодцы. Я, когда последний написал вау своей команде, это когда у нас была первая доставка Яндекс.Маркета через Яндекс.Лавку, которая, когда Яндекс.Маркет привозит до ближайшего склада, и у тебя появляется кнопочка. И это было, по-моему, это было несколько дней назад, я написал вау, мне привезли. Всегда ты скептик такой внутренний, я так постоянно слышу, да, что ты там хейтишь то, хейтишь это, не веришь. Не хейчу, да, но я такой, аккуратно. Не перепродать. Скажи, пожалуйста, у Яндекса вообще репутация компании, которая дружелюбна по отношению к пользователям, но такая довольно жесткая по отношению к партнерам. Я согласен, что мы иногда для партнеров делаем не лучший сервис. Есть причина, отмазка, как говорится. Почему так? Потому что сервисы, которые мы делаем для клиентов, мы делаем для себя, для своих знакомых. И к нам быстро прибегают наши знакомые, говорят, ужасный сервис, ничего не работает. А когда ты делаешь сервис для бизнесов, для партнеров, то обратную связь ты получаешь такую, прямо тактильную, чтобы тебе прислонили к стенке, получаешь реже. И вообще сам не пользуешься, не чувствуешь, может быть, оно все и криво-косо написано, ты про это не знаешь. Это большая проблема, на самом деле, для всех компаний, которые делают сервисы для бизнесов. Одна из крупных тем была несколько лет назад, когда мы осознали, что мы делаем, что один из наших бизнес-партнеров — это водитель такси, и ему должен быть оказан качественный сервис, начиная от того, что приложение, которое он запускает, оно должно работать на всех смартфонах, и недорогих, и дорогих, быстро, не зависать и тому подобное, заканчивая тем, что деньги, которые он получил от пассажира, он должен их получить. В момент, когда мы начали заниматься этим проектом, доходило до 5-8 дней, пока он эти деньги получал на свой счет. Второй пример, который мы сейчас взялись исправить, это вопрос покупки рекламы для малого бизнеса. Есть такой мощный рекламный инструмент, называется Яндекс.Директ. Ты, наверное, о нем слышал. Конечно. Это возможность настроить рекламную кампанию на людей, которые именно ищут эти поисковые запросы, именно этим интересуются. В общем, этот сервис превратился в такой пульт для самолета Boeing. Там очень много настроек, это сложная штука, и надо быть профессионалом, чтобы настроить эффективную рекламу. А теперь представь, что ты, не знаю, владелец маникюрного салона, кафетерия, булочной. Кемерово. В общем, реальность такова, что маркетинг в интернете у тебя даже не на 72-м месте в списке твоих задач, приоритетов. В общем, вообще не до этого. Когда я хотел открыть свой маленький бизнес, я вообще думал, что это будет кафе, бар. А потом вспомнил, что у меня есть огромная любовь к велосипедам. Почему бы не совместить?
Ну, основная наша задача – это чинить велики. Но один раз мы увлеклись, светильники из запчастей стали делать. У нас здесь мероприятия проходят, концерты, спектакли. Летом тут просто завал. Велосипедов просто до потолка. Шумит компрессор, мастера работают. Запчастей не хватает. Каждые, не знаю, 10 минут кто-то заходит. Бывает такое, что даже не успеваешь на звонки отвечать. А если это новый клиент звонит? Чтобы запустить рекламу, это целое дело. Надо отдельно это потратить. Нужно включить компьютер, разобраться. А хочется новыми проектами увлекаться, а не отчеты читать. Сейчас мы занялись производством собственного велосипеда. Мы реально этим загорелись. Поэтому я все время думаю, как не тратить время на лишние заботы, а полностью сосредоточиться на главном. Городскому предпринимателю, который часто все делает сам, или каким-то малым штатом сотрудников, ему очень сложно запускать рекламу, думать о том, как выстраивать отношения с пользователем. У них ограниченный бюджет, ограниченное время и очень-очень много проблем, которых им нужно решать, чтобы их бизнес просто работал. И им нужен, на самом деле, простой инструмент, который будет решать все те же задачи, которые решает Директ для больших компаний. Стало понятно, что эти люди, мы не можем им предложить, идите настройте себе Директ для того, чтобы получать своих клиентов. Поэтому вместо этого мы разработали продукт, который, он такой подписочный. Простая, не требующая специальных навыков, автоматическая рекламная подписка, бесплатная CRM-система, предзаполненная вашими потенциальными клиентами. А CRM — это журнал учета клиентов. Что он делает? Он собирает в базу твоих новых и существующих клиентов. И в нашем случае, помимо того, что эта база будет доступна бесплатно, она еще и будет предзаполнена магическим образом вашими потенциальными клиентами. Останется только выбрать нужный тебе сегмент и что-то ему рассказать. Рассказать последние новости, если человек давно не приходил. Рассказать о какой-то акции. Если у вас сезонный бизнес, например, как шиномонтаж, да, то вы можете предложить им сертификаты на отложенные услуги. Бесплатная онлайн-запись и маркетинговые инструменты, позволяющие вам выстраивать отношения с вашими клиентами. А называться все это будет Яндекс.Бизнес. Вторая сторона истории заключается в том, что сейчас уже, вот если ты решил открыть малый бизнес какой-нибудь, там, такой серии обслуживания, то раньше надо было обязательно выбирать самые лучшие локации, чтобы около выхода у метро, чтобы много людей проходили, чтобы тебя увидели. Сейчас же доля владения интернетом настолько большая, что вместо этого можно арендовать локации не такие премиальные, где-нибудь даже во дворах, но за счет интернета получать аудиторию, получать своих клиентов, которые будут приходить к тебе и пользоваться твоим сервисом. Рекламная подписка работает очень просто. Вам нужно заполнить информацию о своей компании, выбрать оптимальный бюджет на месяц, который вы готовы тратить либо на 3 месяца, либо на 6 месяцев, либо на целый год. И по одной кнопке ваши объявления разместятся на разных сайтах Яндекса, начиная от поиска, Яндекс.Карт, Яндекс.Услуг, Дзена или сайта сети партнеров. И для этого не нужно будет специальных знаний. Система сама будет заниматься тем, чтобы перераспределять бюджеты, выключать неэффективные объявления и показывать их чаще на тех площадках, где есть ваши клиенты. Это подписочный сервис, который позволяет малому бизнесу получить доступ к, некотором смысле, маркетингу. Потому что сейчас это крайне тяжело. А так ты заплатил и будешь получать стабильный поток клиентов. Я рядовой пользователь, который мало что покупает в онлайне, не предприниматель. Что для меня изменится в Яндексе, когда я туда буду заходить в ближайший год? Мы в этом году задумали большую переделку. Это такая тоже большая новостройка. В мире есть много чего интересного. В интернете есть много чего интересного. Интересный контент, интересные статьи, видео, музыка, интересные товары. Мы решили сделать, кроме того, что Яндекс это является поисковой машиной, поисковой системой, показывать человеку, что ему интересно из всего того многообразия, которое есть в онлайн-мире в виде так называемой рекомендательной ленты. В 2020 году мы обновили наше главное приложение на мобильных.
Раньше наше главное приложение на мобильных представляло из себя поисковую строчку и информера сервисов Яндекс. Теперь главное приложение состоит из поисковой строчки и персональной ленты рекомендаций. Яндекс всегда старался отвечать на вопросы, с которыми приходят пользователи, на такие заданные и незаданные. Как, например, я просыпаюсь, открываю приложение Яндекс и сразу вижу прогноз погоды, пробки до работы, возможно, курс доллара, что происходит в стране. Рекомендации Яндекса строятся вокруг твоих персональных интересов, вокруг той поисковой истории, тех вопросов, которые ты задаешь, тех страниц в интернете, которые ты посещаешь. Потому что если раньше Дзен, который составлял основу этой ленты, в нем был в основном такие текстовые заметки от блогеров, то в этом году стали появляться новые разнообразные форматы, такие как видео, такие как галереи картинок и многие другие. И это существенным образом влияет на то, насколько интереснее становится лента. В социальных сетях основополагающий принцип — это твой социальный граф, так называемый, твои социальные связи. То есть, если у тебя есть там знакомый друг, и он там поделился какой-нибудь ссылочкой или полайкал, то тебе это говорят: вот посмотри, Петя полайкнул такую-то статью, может быть, она тебе интересна. Это, мне кажется, объясняет тебе, почему это тебе может быть интересно. Принцип в Яндексе иной. Я летом ездил в Карелию и самоизолировался там. И вот весь мой Facebook состоял из нытья, как сложно самоизолироваться в Москве. А вся моя персональная рекомендательная лента состояла из красивых заметок, что можно посмотреть в Карелии, что там прикольного, куда съездить, что посмотреть, что сфотографировать. По сути, блогерам не нужно собирать друзей. Блогерам Дзена достаточно делать классный контент в темах, в которых они разбираются, и тогда алгоритмы Яндекса найдут среди многомиллионной аудитории Яндекса тех, кому этот контент интересен. По сути, в поиске мы занимаемся тем, что убираем такие барьеры, тот лишний труд, который пользователь делает для того, чтобы найти и решить ту задачу, которую он решает. В поиске за год происходит больше 1000 улучшений, алгоритмических, продуктовых, но сегодня я хотел сакцентировать внимание на том улучшении, которое, по сути, мы сделали вместе с сайтами. Проще всего будет объяснить на примере. Я недавно покупал желтую резиновую курицу для своей собаки. И вбиваешь запрос, и теперь можно что? Теперь прямо на странице поисковой выдачи магазины размечены рейтингом маркета, и можно, это не просто сайты, а ты можешь изучить отзывы и доверять. Сразу понятно, что за кликом будет именно этот товар, он будет вот по такой цене, он будет доступен. Ты кликаешь на него, и если этот сайт подключил возможность нашей авторизации, нашей оплаты, то, по сути, так дальше кладешь в корзину, говоришь на домашний адрес, оплачиваешь привязанной карточкой к Яндексу, и все. Это просто удобно. Не вводить по 300 раз кредитку, домашний адрес, не мучиться с выбором, сразу знать, доступен или недоступен этот товар, сразу видеть цену, сразу видеть, как он выглядит. Это просто удобно.
Все, что полезно пользователям и улучшает их experience, на самом деле полезно сайтам. Потому что благодаря этим возможностям в бета-тестировании у сайтов конверсионность росла на 35%. Часто задаваемый вопрос, для кого вы делаете свой продукт, он всегда подразумевает в конечном итоге ответ для себя. И мне его тоже часто про мой контент задают, поэтому я знаю, что это довольно лукавый на самом деле ответ, потому что для себя это... Нет, у меня не лукавый, я могу ответить... я отвечу по-другому. У нас есть у всех друзья, знакомые, соседи, наши одноклассники, однокурсники, может быть, с которыми мы там давно не общаемся, но у них есть наш номер телефона. Или мы можем их встретить на какой-нибудь вечеринке. И если мы делаем плохой сервис, если твоя передача плохая, тебе об этом скажут, и тебе будет стыдно. Когда ты делаешь для себя, на самом деле ты делаешь для них. Тебе должно быть не стыдно перед ними за то, что ты делаешь. В идеальном мире, чтобы ты гордился, чтобы тебе говорили, молодцы вообще просто. Это высший пилотаж. Но если молчат, это уже сфера достижения. Не жалуются. А как ты реагируешь, когда слышишь от посторонних людей, от пользователей фразу «вас стало слишком много»? Я раньше анализировал, мне кажется, в мире действительно мало компаний, которые производят все свои сервисы и товары под одним брендом. Яндекс один из таких примеров. Очень широкий спектр достаточно разных сервисов, согласись. Яндекс.Лавка, еда, такси, поиск, почта. Смотри, я про себя могу тебе сказать. Давай. Вот я последний раз, когда я так дернулся, это было, когда я заехал на заправку, и тут увидел, что у Яндекса теперь есть и заправки. Я узнал об этом, собственно, непосредственно на точке заправки. И я такой, и здесь они теперь. Идея пришла в голову мне, а с братом мы ее просто уже развили. Меня зовут Роман, я руководитель сервиса Яндекс.Заправки. Я Артем, руководитель сервиса Яндекс.Заправки. Все верно, мы два брата, мы занимаемся вместе, и мы оба руководители. Вот как-то просто банально ехали, прервались на разговор. Была плохая погода, шел снег, а мы в костюмах. И я сел и говорю, слушай, а давай это уберем. Тигран нам изначально не поверил, но в конечном счете нам удалось его убедить, что это людям нужно. Когда мы придумывали сервис, он и складывался из двух проблем, которые мы решали. Это заправка по пути, когда ты занят и у тебя есть дела, и второе — это дети. Поездка на АЗС — целая история. Пока ребенка отстегнешь от ремней, достанешь из кресла. Гораздо проще, не выходя из машины, открыть любимое приложение, пару кликов, и топливо у тебя в баке. В этот момент, когда этот сервис появился, у нас также появились дети. И это не надуманная история, это действительно так. Наши жены сразу начали его использовать, как только он стал доступен. Заправки развиваются очень стремительно. У нас уже подключено более 7000 АЗС. Это почти 25% рынка АЗС России. А в этом году мы подключили самую крупную сеть России, Роснефть. В какой-то момент мы поняли, что было бы здорово, помимо заправки, получить еще в машину свой любимый кофе. Вот буквально сегодня мы запускаем новую функцию. Это доставка еды в автомобиль. Пока идет процесс заправки, появляется привычный интерфейс Яндекс.Еды, в котором представлены меню. Выбираешь все, что нужно, оплачиваешь, и через пару минут тебе это все принесут в машину. Отличительная черта Яндекса — это делать что-то важное из ничего. То есть вы добавляете значимость продукту из ничего буквально. Заправляться через приложение — это довольно странно. Чем отличается оплатить на кассе? Вот эти 50 метров лени, в общем, ничего не решают. Наверное, это ценность Яндекса — делать суперкрутые решения и продукты, просто взяв буквально ничего. Смотри, я был во многих штаб-квартирах больших компаний. В подавляющем большинстве и на Западе, и здесь тоже висят корпоративные ценности на стене. Знаешь, у нас точно не висят такие. Ответственность, продвижение. Почему здесь этого нет? Это, мне кажется, такие ценности висят у компаний, у которых их на самом деле, их нет просто. Поэтому их надо написать, чтобы, не знаю, у тебя дом в семье висят лозунги? Дома? Да, не знаю. Дома же не вешаешь себе никакие ценности, хотя они есть. Если есть семья, значит, есть и ценности. Я думаю, так же. Вот у тех, кого их нет, они вынуждены написать плакаты, рисовать. Я знаю, что есть такие компании, в которых нельзя пользоваться, нельзя жевать жвачку конкурентов или пить напиток газированный. Вот были такие байки, я не знаю, правда или нет.
Вообще, я был уверен, что в Яндексе нельзя пользоваться. В Яндексе Google. ровно наоборот. Преимущество IT-компаний, таких, как Яндекс, тем, что мы можем пользоваться сервисами конкурентов абсолютно безболезненно. И, имеется в виду, нету барьеров переключения. И это наша сила. Некоторых наших конкурентов очень любим. Мы восхищаемся Гуглом, например. Погоди, но если я работаю в Яндексе, да, особенно, например, в Яндекс.Картах, и вдруг я вижу, что у меня потянулась рука к Google Maps, да, это же знак, что что-то не так. Это не знак, это самый лучший сигнал. Поясни. Если ты видишь, что на работе у тебя все начали пользоваться Google Maps, например, это означает, что ты делаешь свою работу очень плохо. Да, но я это Но говорю, не надо за ними бегать, имеется в виду, что... то есть не надо преследовать за то, что они... Не, наоборот, надо радоваться, что ты это узнал очень быстро, потому что сегодня, я думаю, что доля так называемых early adopterов, люди, которые первые пытаются пользоваться новыми сервисами, в Яндексе очень большая. Это означает, что если сегодня твой сосед по партии начал пользоваться сервисом конкурента, перешел на него как на основной, то завтра будет вся страна. А заимствование — это нормальная история в вашем бизнесе? То есть, Google сделал, круто, давай мы тоже так сделаем. Чуть-чуть упрощенный подход, потому что... Это подход пользователя. Да, понятно. Какие-то вещи ты в некотором смысле не можешь не заимствовать. Они становятся стандартом, и все друг у друга подглядывают. Это понятно. То есть самоцели сделать во что бы ни стало что-то такое уникальное, чего у другого нет, его нет. Потому что самоцель такая. Есть люди, у них есть их потребности, пользователи ежедневные. По всей планете компании находят элегантное решение, как эти потребности решить. Я встречался с руководителем Google Maps. Он до недавнего времени работал в Uber. И он говорит, что когда узнал, что у Яндекс, то говорит, мы постоянно вас смотрели, у вас, говорит, столько крутых решений. Черт, вот вы слышали бы у нас в России, что... в общем, он рассказал, что они какие-то вещи у нас брали. Хотя мы про это не знали. Еще вопрос касательно Яндекс Плюса. Вместо скидки на каршеринг и такси теперь будет кэшбэк. Да. Почему? Чем кэшбэк лучше в целом, чем скидка? Потому что когда кэшбэк возвращается в виде баллов, то потом ты воспользуешься сервисами Яндекса, либо в этом же такси эти баллы потратишь, либо эти же баллы потратишь в каком-то другом сервисе Яндекса. Это означает, что за каждую покупку на Яндексе, за каждую транзакцию в Яндекс.Иде, лавке, такси мы можем дать больше кэшбэк. Да, конечно, получить скидку прямо сейчас, оно может быть приятнее, но если ты много пользуешься Яндексом, то это позволяет тебе взаимодействовать с сервисами Яндекса более выгодно за счет баллов. Яндекс.Плюс — это подписка на контент и кэшбэк баллами. Если говорить про контент, то это прежде всего подписка на аудио и видео стриминг в сервисах Яндекс.Музыка и Кинопоиск. Смысл подписки — это такое изобретение человечества, очень важно. Это покупка в складчину. Если ты привык каждые выходные или каждую неделю несколько раз смотреть какой-нибудь фильм, сериал, то это дорого покупать каждый день сериал. Если всей страной скинуться по 200 рублей, взять, сложить все эти деньги и прийти сказать: дорогой Яндекс, купи, пожалуйста, нам оптом все эти фильмы, всю эту музыку, чтобы мы имели доступ. Это является сутью изобретения. Сейчас на Яндекс.Плюс только в России подписано больше 5 миллионов человек. Чем больше подписчиков, тем больше разного контента будет для них доступно. Каждый новый подписчик, который приходит, он улучшает для всех остальных подписчиков сервис, потому что его рубль улучшает сервис для всех остальных. До объединения подписок Кинопоиск сам по себе стоил 269 рублей. Он был с Яндекс.Плюсом, он просто давал расширенный доступ к видеоконтенту. А в августе мы эти две подписки объединили. Этот год для нашего онлайн-кинотеатра, для Кинопоиск HD, он был особенным. Во-первых, случилось вынужденное наше сидение по домам, а дома, когда ты заперт в своем жилище, в своей квартире, из доступных развлечений у тебя не такой большой выбор. Именно поэтому мы увидели большой приток пользователей. В это же время, в апреле, у нас на сервисе Кинопоиска запустились первые эксклюзивные сериалы собственного производства.
«Последний министр» и проект Анна Николаевна. В октябре на Кинопоиске вышел офигенный, по моему мнению, сериал, который называется «Беспринципные». А вот прямо сейчас должен стартовать сериал «Настя, соберись». Это ведь не простое министерство. Это мозговой центр Кабмина. Организуй, идиот, деятельного. Надо страну поднимать. Ну, надо так надо. Анна Николаевна, андроид. Я буду ловить преступников, а вы премии получать. А есть ли кто-то, кто понимает и будет помогать вам? Это же ты, твое лицо. Я не могу принять то, что я вижу на своей работе. Он ночью за ними приходит и за тобой придет. Телеграм-каналы — это баловство просто. Денег хотите? Даю. Но в нагрузку возьмете издателя. Взрослого. Праведник гибнет в праведности своей. Слав, ты в Бога-то веришь? Ну просто у меня такой круг общения. Это всем нравится. И тебе понравится. Яндекс.Плюс — это еще и кэшбэк-баллами. Мы запустили его 3 месяца назад. Сейчас выдали уже больше 1 миллиарда баллов нашим пользователям. Что мы хотели сделать? Мы хотели, чтобы те скидки, бонусы, акции, в общем, то, что мы делали в разных сервисах, объединилось в одну большую программу лояльности для наших пользователей. Для того, чтобы ты, как пользователь, совершая транзакции, покупая что-то на разных сервисах внутри Яндекса, получал себе кэшбэк и после этого мог тратить их на других сервисах. Вот мой пример. За месяц у меня упало кэшбэка 1002 в Яндекс.Такси. Я пошел на Яндекс.Маркет, тоже сервис Яндекса, потратил этот кэшбэк на конструктор сыну. По-моему, классно. Яндекс очень много вкладывает в технологии. Если сервисы, то, о чем мы говорили, это надводная часть айсберга, то есть еще огромная подводная часть айсберга. В Яндексе больше 20 лет используются технологии искусственного интеллекта, только мы их называем машинное обучение. Поиск Яндекса, реклама на Яндексе, Яндекс.Навигатор, рекомендательные все сервисы, которыми мы пользуемся на Яндексе, в основе всех их лежит машинное обучение. Главный прорыв был в той части, которая не видна глазу. Это поисковые технологии. Поиск Яндекса перешел на новые технологии анализа текста, основанные на огромных нейросетях, на архитектуре трансформеров. Трансформер внутри, под капотом, это большое количество последовательных перемножений матриц. На самом деле это все достаточно интересно, как это физически устроено. Есть одна GPU-карта, на ней ты ничего посчитать не можешь. Тебе надо много GPU-карточек. Вот. Как только тебе нужно много GPU-карточек, у тебя возникает задача передачи данных по сети. Больших массивов между этими карточками. Поэтому что тебе нужно делать? Тебе нужно физически связать эти GPU-ускорители вместе. Сейчас это делается с помощью плат. 8 GPU-ускорителей связываются толстой шиной в одну плату и устанавливаются в сервер. Затем сервера очень близко устанавливаются друг к другу в стойки и обматываются, связываются друг с другом тесно сетью. Это все большие инженерные задачи. То есть требуется построить этот кластер, связать эти сервера сетью, обеспечить это все электричеством, охлаждением и так далее. Это все нетривиальная инженерная работа. Есть 2 этапа обучения трансформера. Классическая техника обучения трансформеров такая. Показываем им тексты неструктурированные. Вот мы берем этот текст, маскируем в этом тексте какой-то процент слов и заставляем наш трансформер угадывать эти слова. Для Яти мы усложнили задачу. Мы показывали ему не просто текст какого-то документа, мы показывали ему реальные поисковые запросы и тексты документов, которых видели наши пользователи. И просили его угадывать, какой документ понравится пользователю, какой не понравится. У нас есть эталон. Эталон для нас — это экспертная разметка. Есть оценки, которые сделали наши эксперты, асессоры, которые оценивают по сложной шкале, насколько документ релевантен запросу. Берем этот массив данных, а таких данных у нас какие-то десятки миллионов, дообучаем трансформер угадывать эту экспертную оценку. Так он учится ранжировать. Я приведу маленький пример. Если вы не помните, это так часто бывает, вы помните какой-то фильм, хотите его найти и примерно знаете, что там было в этом фильме. Можно просто Яндексу сказать, даже не Яндексу, даже Алисе. Во-первых, произойдет распознавание, Алиса распознает вашу речь,
превратит это в поисковый запрос, а дальше поисковая машина поймет по смыслу, какой фильм имелся в виду, и покажет вам, найдет этот фильм. Трансформеры на самом деле дали нам рекордный уровень в качестве поиска. Они существенно улучшили то, как работает наш поисковый алгоритм. Это самое большое изменение в поиске Яндекса за последние 10 лет. И оно заложило фундамент на следующие годы. Как дела у Алисы? У Алисы все супер. Она еще, несмотря на что маленькая, но ей уже пользуется 45 миллионов человек. У Алисы уже 45 миллионов пользователей. Это и Алиса в колонках, и навигаторы, и Алиса в приложении Яндекса, и каршеринг. В приложении Яндекса можно что-то сфотографировать, отправить Алисе, можно попросить ее нарисовать картину, можно ее попросить показать маршрут, и тогда это будет больше, чем голосовой ответ, это будет ответ картой. В навигаторе у Алисы свои, естественно, свойства. Она больше про то, чтобы понять, куда надо доехать, как доехать, про голосовые подсказки. В этом плане Алиса везде чуть-чуть адаптируется под задачу, под специфику. Есть еще одна классная небольшая вещь — позвонить на колонку, потому что колонка всегда дома, с ней удобно разговаривать, не надо подходить близко, голосом взять трубку, ответить, пообщаться. Из классных новостей. Алиса появляется в новых устройствах. И сейчас Алиса доступна в телевизорах на платформе Яндекса. В чем крутость? В какой-то момент Алиса поменяла то, как мы слушаем музыку. Я перестал доставать телефон из кармана, чтобы включить любимый трек. Я просто голосом кричу, что мне сейчас хочется услышать. И теперь мы добавляем эту же историю в телевизоры. Мы знаем, что периодически найти нужный фильм или выбрать то, что хочется, кликать пультом, но это очень долго и утомительно. И вот здесь возможность сказать голосом: включи вот такой-то фильм, включи «Звездные войны», посоветуй комедию, включи мультики детям. Вот это все теперь можно делать голосом. Дети обожают Алису. Это мы видим и по статистике, это то, что я вижу и у всех своих друзей, когда прихожу в гости, то, что дети с Алисой болтают часами. Главный апдейт — то, что теперь Алиса отличает, когда с ней говорит взрослый и когда говорит ребенок. Потому что на самом деле задачи у взрослых, у детей совсем разные. Дети хотят, чтобы Алиса была более веселой, чтобы она больше шутила, чтобы она была более дружелюбной. И, например, с детьми Алиса общается на «ты». Потому что мы слышали от детей, что когда Алиса говорит на «вы», она какая-то типа строгая взрослая, и это менее классно. Сегодня мы запускаем мерч. Это что-то достаточно необычное. Это игрушки смешариков и игрушки Дисней из мультика «Холодное сердце». И в чем крутость? Конечно же, это не просто игрушки, мы добавили туда немного магии. Получив такую игрушку, ребенок может активировать в Алисе специальный навык, некий голосовой квест, интерактивную игру, для того, чтобы вместе с Алисой можно было играть вот в вселенной смешариков или вместе с Эльзой проходить приключения в вселенной «Холодного сердца». Сказка, которую ребенок сам вместе с Алисой составляет и придумывает. И более того, эта сказка будет с течением времени развиваться. И, конечно же, главная новость. Сегодня еще одно очень крутое устройство, в котором живет Алиса. Сегодня мы запускаем нашу лучшую Яндекс-станцию. Мы сохранили привычный корпус, при этом полностью переработали все, что внутри. Например, звук принципиально новый. Он трехполосный. Это значит, что если слушать басы или бодрый рок, то звучит действительно круче. Во-вторых, это 65 Вт, поэтому это громче, мощнее, можно устраивать вечеринки. Третье — это технология мультирум. Это значит, что можно попросить Алису включить звук везде, и оно сразу заиграет и в гостиной, и на кухне. Или если поставить несколько колонок в одной комнате, то значит звука будет еще больше.
Мы прокачали все, что связано с видео. Это теперь 4К для фильмов. Это такие приятные мелочи, как 4К скринсейверы, понаслаждаться природой. И более того, это Dolby Audio звук для фильмов, чтобы все было идеально. Станция — это не только про аудио и видео, но и в целом про взаимодействие с Алисой, которая живет внутри колонки. Эту часть взаимодействия мы тоже немного поменяли. Мы добавили LED-дисплей, который в нужные моменты подсказывает и добавляет приятную визуальную составляющую. Иногда Алиса может подмигнуть, иногда показать сердечко, иногда удобно показать прогноз погоды, чуть-чуть больше эмоций, чуть-чуть больше средств выразительности, которые мы как раз сделали в достаточно минималистичном формате, который классно вписывается в интерьер, но при этом не привлекает к себе слишком много внимания. Станция Max будет доступна в 4 цветах. Это привычный черный и белый, которые уже популярны, и мы добавили 2 новых цвета. Это красный и синий. Мы стартуем предзаказ сегодня. И с 1 декабря мы официально начинаем продажи. Станция Max будет доступна по цене 16 990. Алиса, а давай перейдем к следующей сцене. Я всеми конечностями за. Я уже понял, что ты любишь джаз. Что ты еще слушаешь? На самом деле люблю классическую музыку. А, да? Да, джаз я слушаю, когда в фоне, чтобы ничего не отвлекало. Можешь назвать свой топ классической музыки? Он банальный. Он Рахманинов, Бетховен, Шопен. Алиса, поставь Рахманинова. Включаю. Сергей Васильевич Рахманинов. Интересно, что поставить? Второй концерт. Второй концерт? Ну, да. Играет. Это новая станция, насколько Это я новая понимаю. станция. Она с таким классным мониторчиком. Сейчас она показывает эквалайзер, но пока она ничего не играет, она показывает время. Мгм. Делает это полезным элементом интерьера. И она подключается к телевизору, она поддерживает 4К. В общем, теперь можно смотреть фильмы на Кинопоиске в 4К со станцией. Давай попробуем что-нибудь у нее еще спросить. Только надо ее погромче сделать. Алиса, поставь джаз. Джаз – отличный выбор. Алисе это нравится. Запомню, что вам такое по душе. Что хотелось бы поменять в Яндексе? Не знаю. Нет ответа. Ох, вопросы пошли. Удаленку, чтобы все снова вернулись в офис. Бюрократия. Это в маркете. Хотелось бы еще больше, еще быстрее. Идей больше, чем успеваем. Какие планы на 2021 год? Сделать прорыв в онлайн-торговле. У меня лично путешествовать. Контентных сервисов. Еще больше контента нашим подписчикам. Это развивать сервис. Выполнить цели и пойти рисовать. В отпуск сходить, да. Чем Яндекс отличается от других компаний? Культурой. Яндекс — это место, где нет правильного ответа. Любой ответ, который дает самый большой начальник, его может оспорить абсолютно любой. С одной стороны, очень большая структура, с другой стороны, в ней очень человеческие отношения. Яндекс — это любовь. За что ты любишь Яндекс? За людей, которые тут работают. За инженерную культуру. Бесконечное число талантливых людей, у которых есть очень многому поучиться. Здесь очень много умных людей, и все они пытаются сделать мир лучше. За людей. Это моя семья. Тут мне хорошо.